Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня речь пойдет о том, что могут и умеют клещи. Эти паразиты не имеют глаз, но это нисколько не мешает им успешно охотиться на птиц, животных и, к сожалению, людей. Чтобы хорошо сражаться с серьезным противником, нужно знать его слабые и сильные стороны. Итак, рассмотрим главное умение клещей по порядку. Быстро бегают. Тут сразу следует оговориться и заострить внимание на том, что быстро бегают клещи далеко не всегда. Если на улице холодно, влажно, то клещи тоже вялые и заторможенные. Однако стоит им прогреться на солнышке или на теле своей жертвы, как подвижность кровопийц резко возрастает. В благоприятных условиях, когда тепло, но не сильно жарко, например, в конце апреля-мая или августе-сентябре, то клещи могут бегать чуть медленнее, чем муравьи, то есть бегать очень быстро. Это серьезное умение клещей, его обязательно нужно учитывать, чтобы избежать укусов. К примеру, если сесть на травку у реки ближе к полудню, когда тепло, то клещи за 2-3 метра могут почувствовать добычу и начать быстро бежать в ее сторону. Поэтому даже если изначально рядом с человеком не было клещей, то совершенно не факт, что через несколько минут клещи, которые были недалеко, уже могут задорно начать бегать по вам или вашей одежде. По этой причине в местах возможных обитаний клещей лучше не останавливаться, не делать привалов и не разбивать лагерь с палатками. Клещи умеют притворяться мертвыми. Клещи – активные охотники и по этой причине весьма бесстрашны. Однако при малейшей для них опасности они очень любят притворяться мертвыми. Такой клещ выглядит совершенно не опасно и незаметно. Он чем-то напоминает сплюснутое зернышко растения. В притворившемся неподвижном клеще очень трудно распознать опасность. Однако немного полежав, свернувшись калачиком, клещ в какой-то момент резко оживает и вновь становится опасен. По этой причине, даже если вы стряхнули клеща с одежды, но он случайно упал в сумку, остался в складках одежды или попал в щель обуви, то опасность не миновала. Кстати, умение клещей притворяться помогает им и когда весной зачастую горит трава. Клещи четко осознают опасность во время приближения огня, складывают лапки и падают на землю. Конечно, какая-то часть клещей при сгорании травы погибает, но очень многие остаются, к сожалению, живы. Мы не раз встречали активных клещей, сидящих на обгоревших веточках и травинках буквально на следующий день после пожара. Клещи умеют отлично маскироваться. Любой охотник умеет нападать из засады. Клещи просто мастерски освоили засадную охоту. В качестве засады служат стебли молодой или сухой травы, листочки деревьев и кустарников, тоненькие палочки. Причем, если мелкие клещи охотятся на мелких животных, то они предпочитают сидеть на низких травинках. Если же крупные клещи охотятся на крупных животных, то они уже залезают повыше. Обычно клещи нападают на жертву в промежутке от уровня земли и до 1-1,5 метров вверх. Чтобы избежать возможных укусов самых больших клещей, которые уже кусали многих животных и могли быть с высокой вероятностью переносчиками боррелиоза или клещевого энцефалита, лучше стараться обходить сухую траву или кустарник высотой метр и более. Теперь о точном месте засады. Клещи просто обожают верхушки обломанных сухих травинок. При этом они располагаются прямо в районе облома травинки и практически не двигаются. Только близость жертвы, ее тепло, запах и выдыхаемый воздух могут резко активизировать клеща. Он тут же становится очень активным и старается зацепиться хоть одной лапкой за жертву. К слову говоря, сидящие на сухих травинках клещи хорошо заметны, и если при перемещении внимательно смотреть себе под ноги,
то таких клещей можно вовремя увидеть и обойти стороной. Кстати говоря, вот далеко ходить не надо. Вот он, клещик. Вот. Гораздо хуже, если для засады клещи выбирают ветки кустарника коричневого цвета и с множеством почек. Клещи просто обожают сидеть на почках. При этом их темно-коричневый цвет просто идеально сливается с цветом почек, и заметить клеща практически невозможно. Именно по этой причине нужно особенно аккуратно передвигаться вблизи весенних кустарников. Лучше кустарники всегда обходить стороной, а не идти прямо через них. Клещи теплолюбивые и умеют голодать. Вообще клещи по поведению и повадкам весьма похожи на крокодилов. Они также умеют долгое время обходиться без пищи и еще весьма теплолюбивы. Если холодно, то паразиты, как и крокодилы, неактивны или слабоактивны. То есть весной с утра или вечером подцепить клеща гораздо меньше шансов, чем днем, когда тепло и светит солнышко. Причем холодное время суток клещи предпочитают пережидать именно на земле, под листьями или каким-то мусором. Когда же становится теплее, они медленно заползают на травинки, листочки, веточки или стебли сухой травы. Здесь они как бы дополнительно добирают тепла, окончательно выходят из оцепенения и уже в состоянии короткое время активно охотятся. По этой причине может оказаться, что идя по лесной тропинке утром в одну сторону, человек с клещами не пересекается. А вот ближе к полудню, особенно когда тепло, идя назад по той же тропинке, клеща зацепить уже можно запросто. По этой же причине клещи весьма любят участки травы или кустарника, куда попадает много света и где им весьма комфортно. Просека вдоль лэп, освещенный край леса или кустарников всегда более опасны, чем теневая, холодная сторона этих же мест. Особенно любят клещи устраивать засады рядом с земляничными полянками, где обычно тепло и светло. К слову говоря, летнюю жару клещи переносят плохо и предпочитают самые жаркие летние месяцы почти не выходить на охоту, скрываясь на земле среди мусора. Клещи легко могут не питаться 2-3 месяца. Они переносят морозные зимы, и даже бурное половодье на реках не убивает клещей. Клещи могут охотиться даже ночью. У паразитов-кровопийц нет глаз, и по большому счету им совершенно не важно, днем или ночью происходит охота. Однако нужно обязательно учитывать температурный фактор. К примеру, по окончании весны и начале лета или ранней осенью вечерние и ночные температуры оказываются для клещей более комфортными, чем изнуряющая дневная жара. По этой причине ночью подцепить клеща можно запросто, и при этом даже не знать, где произошла атака паразита, так как банально ничего не видно. Визуальный контроль обстановки ночью отсутствует, и приходится целиком и полностью полагаться на заблаговременную пропитку одежды рабочим раствором циперметрина или альфа-циперметрина. При этом открытые участки кожи тоже весьма желательно смазывать отпугивающим эфирным маслом гвоздика или лаванда. Еще лучше в начале лета в ночные часы не бегать по кустам или траве, а спать в закрытой палатке. Утром станет жарко, и клещи перестанут быть активными. Чего боятся клещи? Из-за отсутствия глаз клещи до совершенства развили другие органы чувств и могут засекать жертву с довольно большого расстояния. Можно сказать, что своими органами чувств они как бы видят жертву и четко отслеживают ее перемещение. На сегодняшний день существуют механические и химические методы защиты от кровососущих паразитов. К механическим средствам можно отнести противоклещевые комбинезоны и костюмы. Такая одежда исключает контакт клеща с открытым телом человека, и, соответственно, клещ просто не может укусить жертву. Акарицидные средства клещей парализуют и затем убивают, а отпугивающие средства клещей просто отгоняют своим резким и сильным запахом.
Лучшими акарицидными средствами от клещей являются рабочие растворы циперметрина или альфа-циперметрина. Этими средствами нужно пропитывать только одежду, просушивать и далее пользоваться ей до 2-3 недель. Все это время химическая защита будет в состоянии убивать клещей, если они попали на обработанную одежду. Заострим внимание, что на открытую человеческую кожу наносить акарицидные средства категорически запрещено. Лучшими отпугивающими клещей средствами являются эфирные масла гвоздика и лаванда. Эти запахи клещей эффектно отпугивают и тем самым позволяют уменьшить вероятность укуса. Отпугивающими средствами лучше обрабатывать открытые участки тела. В заключение скажем, что клещи настолько опасные противники, что даже используя эффективные механические, химические способы защиты и повышенное внимание человека, на клещеопасных направлениях полностью защититься от этих паразитов, к сожалению, нельзя. Однако грамотные действия могут уменьшить вероятность укуса до разумного минимума. До новых встреч, друзья!